Тао – путь вознесения. Иллюзия. Преодоление завес иллюзии. Мы хотели бы поговорить с нашей аудиторией и всеми возносящимися посвящаемыми о понятии иллюзии. Иллюзия – это форма завесы, из-за которой вы воспринимаете искажения, вместо истины, расположенной за завесой. Воспринимаете эту завесу как реальную и правильную. Постепенно, в результате многих произведенных искажений и как следствие многих падений человеческого вида, Земля покрылась слоями иллюзий или неистины. Примером подобной иллюзии является убеждение многих в современном метафизическом обществе, что вознесенные мастера – это земные боги. Еще одним примером данной иллюзии является убеждение, что можно вознестись, не меняя биологию формы. Любое убеждение в чем-либо – это пример завесы иллюзии, поскольку все убеждения являются догмами и строятся на иллюзии. Все иллюзии наслаиваются вокруг Матери Земли и человеческого сознания, как чешуйки луковицы. При вознесении вы изо дня в день увеличиваете частоту вибраций вашего энергетического поля. Каждое такое повышение частот заставляет вас подняться над завесами иллюзий, которые вы на данной частоте считали истиной. Можно задать вопрос, что же, в таком случае, лежит в основе иллюзии? В конце концов, люди и их взаимоотношения строятся на оценочных суждениях, полярных убеждениях, что то или иное лучше или хуже того или другого. В основе любой иллюзии и системы убеждений находится истина. Истину нельзя определить как убеждение в том или ином. Ее можно определить только в понятии «я есмь то, что я есмь». В понятии «я есмь то, что я есмь» вы принимаете то, что есть, в качестве истинного опыта, переживаемого вами в любой данный момент. Подобное принятие не содержит ни одобрения, ни осуждения или порицания. Однако, это не означает, что в нем нет качественной оценки или осознания созданной вами ситуации. Здесь мы подходим к интересной дилемме человеческого бытия, разнице между нейтральной оценкой и осуждением. Любое осуждение имеет эмоциональную окраску, связанную с противопоставлением двух идей или убеждений по качеству. Все убеждения в завесах иллюзий, окутывающих человечество, строятся на предпочтении и оцениваются как лучше, хуже или нечто между. Пример этого можно встретить в вашей повседневной деятельности, когда вы полагаете, что наряд, который вы носите, лучше другого, и предпочитаете носить эту одежду, исходя из связанной с этим системы убеждений. Когда человек нейтрален, он выбирает одежду, резонирующую с истиной, вмещаемой им сегодня. Такой выбор основывается не на суждении или предпочтении, строящемся на социальных догмах, или представлениях о приличии, или сравнениях, а на энергетическом резонансе. Истина основывается на резонансе, или том, что притягивается, благодаря схожести или совместимости вибраций. Поэтому, отдайте предпочтение носить то, что соответствует вашей частоте вибрации в каждый конкретный день. В большинстве отношений можно встретить еще один пример выбора, строящегося на полярном оценочном суждении. Люди отдают предпочтение тем, с кем хотят поддерживать приятельские отношения, и оценивают значимость подобных отношений по степени их приоритета. Следовательно, вы стремитесь проводить больше времени с теми, кого считаете по положению более достойными, исходя из соответствующей системы убеждений,
и меньше времени с теми, кого считаете менее достойными. Вы можете даже полагать, что с более достойными вы проводите время лучше, чем с остальными. Однако подобное мнение является отражением иллюзии убеждения, что такой индивид более ценен, что не обязательно справедливо по отношению к истине, лежащей в основе иллюзии данной ситуации. Что это значит? При нейтральной оценке вы не считаете кого-то лучше или хуже. Вы перестаете разделять что бы то ни было, подобным образом, на категории. Однако вы предпочитаете проводить время с теми, с кем у вас есть общая цель и задачи, поддерживающие ваши собственные цели и задачи. Поэтому выбор посвященных людей, с кем проводить время, никак не связан с полярным суждением или предпочтением, а лишь с целью и резонансом, иными словами, с кармой или теми задачами, которые ставит перед собой душа. В условиях резонанса притягиваются для взаимодействия сходные или подходящие друг другу вибрации истины. В совместно проведенном времени радость может присутствовать или нет, в зависимости от обстоятельств и того, что собираются сделать собравшиеся для выполнения конкретной задачи. Поэтому у возносящихся людей жизнь, исходя из несуждения, очень специфична, так как они просто принимают любую ситуацию, в которой оказываются, и проводят время только с теми, с кем имеют соглашение на уровне души, и согласованные цели, основанные на резонансе. Все встречи представляют собой энергетический поток, объединяющий многих возносящихся и поднимающий каждого на более высокую вибрационную отметку, нежели если бы он достиг один, перемещая его через новый сегмент посвящения персонального вознесения. Подобное слияние энергии может произойти только в условиях резонанса и при отсутствии в группе разлада. Такова природа объединенных групп, находящихся в единстве или резонансе, здесь нет диссонанса. Посвященный энергетически никак не может находиться в диссонансной среде, без причинения вреда для себя. Если кто-то действует, исходя из оценочного суждения, это порождает искажение энергии, при котором много энергии скапливается в одном направлении и недостает в другом. Те, кого вы считаете более важными, достойными, получают больше энергии и внимания. Менее достойные получают меньше энергии и внимания. В группе, в которой неравномерно распределены энергии, где одни считаются более важными, достойными, а другие – менее, энергетический поток неустойчив, и одни чрезмерно накапливают энергию, а другие получают совсем мало. Такие встречи не могут использоваться для помощи вознесению, поскольку присутствует больше диссонанса, чем гармонии, что заставляет группу терять энергию, а не накапливать ее. Поэтому группам посвященных необходимо научиться работать, опираясь строго на резонанс, когда все присутствующие находятся в резонансе с целью, ради которой собрались. Такие встречи гармоничны и уравновешены, и гармония может нарастать и нарастать, давая возможность всем заинтересованным вместе возноситься или проходить посвящение. Так обстоит дело и с процессом группового посвящения. Исходя из принципов резонанса, остаются только те, кто резонирует с каждым групповым посвящением. Резонанс поддерживается при устремлении убрать любой свой внутренний диссонанс на текущей фазе вознесения. Способность высвободить диссонансные стереотипы требует готовности рассмотреть, что представляют собой стереотипы, оценить их, подняться выше существующие мысли формы иллюзии и принять решение их убрать. Таким образом, вы всегда пытаетесь почувствовать истину,
лежащую за завесой иллюзии, которая может закрывать тот стереотип, который необходимо преодолеть. Это касается и трудовых, профессиональных коллективов. Мы рекомендуем занимать нейтральную позицию в отношении стереотипов, присутствующих в вашем собственном энергетическом движении вознесения. У каждого возносящегося посвящаемого есть своя темная сторона. Темная сторона состоит из несущих вред стереотипов, направленных на себя или других, и опирающихся на убеждения, основанные на полярности и страхе. Любая темная сторона также является составной частью непризнаваемой информации, которая, будучи интегрированной, может привести к проявлению в жизни посвящаемого нового качества жизни и области способностей. Темная сторона форм сознания, стремящихся к свету, проявленных в дуальности, по своей природе нейтральна, и содержит в себе как вред, так и пользу, как стереотипы, которые необходимо преодолеть, так и мастерство, которое приобретается в результате преодоления. Но не дары и не способности выступают судьями возносящегося посвящаемого, а несущие вред стереотипы. Иногда суждение об этих стереотипах таково, что завеса иллюзии практически мешает вам увидеть суть дела вообще. В этом состоит сложность, связанная с иллюзией. Иллюзия будет отражать вам назад то, во что вы верите, давая вам видеть то, что хотите видеть. Поэтому, если кто-то уверен, что он выше причинения вреда, это вы будете видеть, независимо от того, истинно ли это или нет. Реальность такова, что ни один человек не находится вне причинения вреда, поскольку в настоящее время истории это является неотъемлемой частью человеческой генетики. Поэтому, как ни странно вам будет сейчас это услышать, поверьте во все самое худшее о самих себе, а затем ищите истину, глубже и глубже, погружаясь внутрь самого себя, опираясь на кармические записи, содержащиеся в вашей генетике. Таким способом легче преодолеть иллюзию стремления верить, что вы находитесь выше причинения вреда, и быстрее отыскать в собственном генетическом наследии истину образования стереотипов. При выходе за рамки суждения и вхождении в состояние нейтральной оценки принимается все как есть, без одобрения или осуждения, в том, что касается генетической наследственности и образования стереотипов или жизненной ситуации. Принимая все как есть относительно своей злонамеренной природы, вы обретаете свободу менять соглашения и стереотипы и делать их не причиняющими вреда. Не будучи честным с собой и предпочитая сохранять самоограничение иллюзии, невозможно преодолеть стереотипы причинения вреда, потому что из осуждения они остаются незамеченными. Поэтому мы всегда предлагаем вам в ходе вознесения быть реалистами, принимающими все как есть в своей биологии и стремящимися изменить то, что не служит цели вознесения или цели непричинения вреда во всех своих поступках. Многие из вас слышали о понятии самоограничения. Самоограничение является результатом завес иллюзии, зеркально отражающей то, во что вы верите. Райза назвала подобное самоограничение вымышленными реальностями. В вымышленной реальности вы строите способ отношения с миром, опираясь на определенный набор убеждений. У каждого человека есть сотни вымышленных реальностей, в которых он действует, и которые у него полностью формируются к 15-летнему возрасту. Есть вымышленные реальности, относящиеся к школе, работе, семье или супругу, детям или домашним животным.
Вообще у среднего человека имеются сотни вымышленных реальностей, которыми он пользуется в отношениях с миром, и каждая из которых является одной из форм самоограничения. Почему подобные фантазии являются формой самоограничения? Они образуются из частот, настолько плотных, что душа не может войти в форму. В результате, такие люди, пребывая в фантазии, находятся в заточении собственноручно построенной индивидуальной тюрьме, как говорится, находятся вне себя. Вы когда-нибудь слышали выражение «свет горит, а никого нет дома» или вопрос «у тебя все дома?» Вот так большинство людей проживает всю свою жизнь, вне самого себя, когда никого нет дома, когда душа не присутствует в форме, не имея контакта с душой, пребывая в вымышленной реальности, в иллюзии, в заточении самоограничения. Это печально. Но именно это состояние, процесс вознесения, позволяет преодолеть, если вы выбираете духовный путь биологической эволюции. При вознесении, фантазии постепенно уходят, и плотный кокон тумана иллюзий рассредотачивается, пробуждая сознание из глубокого сна, появляется возможность увидеть реальность, и давая возможность душе все больше и больше входить в форму. Как понять, вошла ли ваша душа в вашу биологическую форму? Когда душа входит в биологическую форму, возникает ощущение единства, или божественного союза. Трудно выразить, на что похоже это ощущение. Это очень пьянящее чувство, когда безграничный поток радости и любви льется через сердце, и все поле. Глубина и широта единства и божественного союза с каждым днем постоянно увеличиваются по мере повышения вибрации. Чтобы приступить к удалению фантазий, необходимо ощущать разницу между пребыванием в фантазии и действительным единством со своей душой. Это может быть трудно, если на протяжении целой жизни ваша душа никогда не заякорялась в форме. Однако существуют способы, с помощью которых можно сделать так, что любой посвящаемый будет способен кинестетически ощутить, что значит быть в единстве со своей душой. Хорошо начать с упражнений, особенно тех, при которых вы соприкасаетесь с природными царствами. Полезны плавание и солнечные ванны. Получив кинестетический опыт полного заземления души в форме в состоянии единства, вы можете пожелать провести так всю жизнь, поскольку это намного радостнее и прекраснее любой фантазии. Это само по себе может являться проблемой для некоторых возносящихся посвящаемых, поскольку слои фантазии плотно окружают человеческое тело. Фантазии связаны с личностными сущностями, которые имеют с ними энергетическую связь, и привязаны к привычкам и приверженностям человека, в которых задействованы. С преодолением личностных сущностей примерно на уровне 3000-го посвящения, около 1/3 фантазий, в которых вы существуете, убирается. Это дает возможность ощущать подлинное единство тела и души примерно 1/3 времени. При дальнейшем вознесении, все фантазии и связанные с ними иллюзии в должное время высвобождаются и трансмутируются. Вымышленные реальности создаются двумя типами потоков искаженной энергии. Мы подробно говорили о том, что из первоосновы гуманоидный вид должен был иметь магнитную природу. Первой формой энергии, способствовавшей образованию завес иллюзии, является радиоактивная. Радиоактивная энергия появилась в вашей Солнечной системе в результате разрушения Малдик, которая, согласно последним выявленным кармическим записям с Земли, была разнесена на части ядерными боеголовками плеядианцев и сириусянцев.
о связанной с этим карме писалось в других материалах, в том числе и об ошибочном ударе в ответ на бомбардировку Сириуса Б, якобы осуществленную гуманоидами, в то время инкарнированными на Малдек. Сириусянцы уничтожили Малдек так быстро, что у них не было времени удостовериться, кто на самом деле атаковал Сириус Б. Только когда Сириус А и Б стали возноситься, возносящиеся мастера узнали, что не Малдек, а плеядианцы были виноваты в атаке на Сириус Б. Когда Сириус А заселил Землю гуманоидами 50 тысяч лет назад, 200 тысяч человеческих лет, в качестве кармического воздаяния за разрушение гуманоидной жизни на Малдек, они пришли в уже радиоактивную среду, которая не была частью их родины. А это само по себе породило первое искажение магнитного энергетического поля гуманоидов. Также, из-за внесения на Землю электрической формы движения энергии, в человеческой жизни появилось искажение, или завеса иллюзий. Что же такое искажение? Искажение вызывается любым механизмом, который приводит энергетическую систему в состояние обездвижения, где энергия не вращается должным образом. При правильном движении энергии, в поле ауры, или энергетической системе, каждый элемент движущейся энергетической системы вращается с нужной скоростью, в нужном направлении, и в нужном темпе, для поддержания здоровья, благосостояния формы и чистоты поля. Чистоту поля можно увидеть в связи с прозрачностью излучаемых им цветов. Прозрачность – это чистота, или способность видеть сквозь поле, подобно тому, как вы смотрите через стекло. Искажение похоже на мутное или грязное окно, через которое то, на что вы смотрите, становится нечетким и плохо различимым. Современная человеческая форма по-настоящему замутнена, и находящиеся в нефизических царствах воспринимают ее настолько диссонирующей, что сквозь поле трудно вообще разглядеть эфирное тело и энергетическую решетку формы. Мутная и загрязненная энергия является результатом искажения движения энергии, вызванного электрическими и радиоактивными частотами, порождающими в поле диссонанс. Любой диссонанс создает туман, похожий на дым, а эта пелена тумана затрудняет четкое видение через поле. Чем плотнее такой туман, тем труднее четко видеть свою истину. Можно сказать, что человечество в настоящее время так окутано пеленой, туманом искажения, что абсолютно не имеет доступа к своей истине в качестве души, поскольку это марево искажает любую присутствующую истину настолько, что последняя вообще перестает быть истиной. Каким образом радиоактивная энергия влияет на магнитно-энергетический поток? Входя в одно пространство действия, она его замедляет. Любое замедление энергии в движущейся энергетической системе со временем вызывает падение частот вибрации энергии. Однако, очень важно отметить, что еще до произошедшего падения вибраций человечества, радиоактивная энергия вызвала искажение всех гуманоидов этого сектора творения. Поэтому можно сказать, что первая завеса иллюзии на Земле возникла еще до изначального привнесения человечества на Землю, из-за взаимодействия радиоактивности с гуманоидным энергетическим полем. Как действуют завесы? Когда в энергетическом поле образуется достаточно плотный туман, возникает экран. Он зеркально отражает, или отбрасывает назад, возвращает то, что хочется ощущать или видеть. Вот почему гуманоидные формы, не только у человека, столь сильно самоограничение. Существует многослойный экран, образованный дымкой искаженного энергетического потока, который отражает назад все,
что гуманоид считает истинным. Если говорить конкретно о людях, то, например, если женщина верит, что ее муж искренен, и у него нет связи на стороне, она и будет это воспринимать, хотя всем, кто ее знает, очевидно, обратное. Если она верит в честность и искренность своей лучшей подруги, то это она и будет ощущать в иллюзии, несмотря на то, что у последней близкие отношения с ее мужем. Так обстоит дело с явлением самоограничения в человеческой жизни. При вознесении, завесы могут стать причиной того, что вы не заметите тот стереотип, который необходимо осознать, чтобы преодолеть. Это возвращает нас к ранее обсуждавшемуся вопросу о нейтральной оценке и стремлении взглянуть на собственную темную сторону, поскольку завесы настолько плотны, что могут мешать вознесению, из-за вашей неспособности различить стереотипы, которые необходимо убрать. Выражая намерение поднять все завесы и еще раз разобраться в своей трудной ситуации, вы можете получить больший шанс разглядеть все находящееся за иллюзией. Язык света предназначен для оказания помощи в последовательном удалении завес в процессе вознесения. Вы можете также использовать движение энергии через поле с языком света, чтобы помочь приподнять завесу над тем уровнем собственного вознесения, на котором вы находитесь. Частоты языка света предназначены для удаления завес, порожденных электричеством и радиоактивностью, а также распространения необходимой для вознесения информации. Вмешательство Бога-богини всего, что есть, модифицировало язык света, или модуляции творения, для успешного достижения этой цели. Еще одна техника, сильно помогающая, это простое намерение: «Я намерен убрать все завесы иллюзии и всей вымышленной реальности». Часто, при самоанализе и кинестетическом восприятии единства, вы можете поймать себя на собственной фантазии. При выражении намерения освободиться от фантазии и трансмутировать ее в том виде, как она существует, произойдет восстановление единства. Тем не менее, во всем этом есть тонкости, и одна из них состоит в том, что ваше намерение не работает, пока вы пребываете в состоянии самоотречения, самоограничения или фантазии. Намерение работает только, когда вы находитесь в состоянии единства, поскольку только тогда присутствует душа. Именно душа заставляет осуществить совыражаемое вами намерение. Если она отсутствует, в форме нет ничего, что приступило бы к действию, исходя из вашего намерения. Единственным исключением является время ночи перед засыпанием, или утро при пробуждении, когда вы находитесь в межпространстве миров. В эти моменты канал сообщения между телом и душой сильнее, и выше шанс того, что ваши намерения услышат. Почему? В состоянии фантазирования душа не присутствует в форме и лишена любых каналов сообщения с вашим сознанием. Фактически, когда у посвящаемого меньше 3000 звеньев информации, формы, пребывающей в фантазии, управляют личностные сущности. Когда единица информации больше 3000, то, хотя личностных сущностей нет, искаженные формы души взаимодействуют с оставшимися вымышленными реальностями, часто мешающими вашей высшей душе услышать ваши намерения. Поэтому некоторые посвящаемые жалуются на то, что вновь и вновь высвобождают одни и те же стереотипы. Они пытаются их высвободить, пребывая в фантазии, когда у души нет контакта с формой, и она отсутствует, чтобы услышать команду и намерения, поэтому стереотип остается невысвобожденным. Поэтому посвящаемые до 3000-го посвящения могут отводить время перед засыпанием и при пробуждении,
для выражения всех намерений, связанных с выбором вознесения, чтобы душа уверенно слышала команды и могла следовать вашим пожеланиям. Это приводит нас к еще одному вопросу. Почему многие души на Земле практически не проявляют интереса к вознесению? Для всех совершающих вознесение посвящаемых, важно намерение заземлиться и заякорить душу, высшую душу исток, заинтересованный в вознесении, который будет направлять реализацию этой цели в вашей жизни. В таком случае ваше намерение, относящееся к цели вознесения, скорее всего, реализуется. Большинство людей, если они верят в существование у них души, верят также в религиозную догму, что любая душа совершенна и действует в интересах инкарнированной формы. Это завеса иллюзии, окутывающая человеческое бытие, поскольку Земля использовалась в качестве отстойника для душ, впавших в беспамятство. Они, впавшие в беспамятство, часто не помнят, как эволюционирует душа, а когда душа не может эволюционировать, то и тело не может вознестись. При таком положении вещей, когда сама душа впала в беспамятство, истина состоит в том, что многие души на Земле могут быть не в состоянии эволюционировать и не суметь вознести форму. Поэтому, в интересах всех возносящихся посвящаемых, заглянуть за завесу иллюзии того, что душа совершенна, и все души всегда будут поддерживать вознесение. Если бы инкарнированные на Земле души действительно поддерживали эволюцию, то не произошло бы многочисленных падений человечества, поскольку они нашли бы способ исправить ситуацию. Таким образом, история Земли ясно подтверждает, что присутствующие на Земле души не действовали в интересах человеческой или планетарной эволюции. Уже исходя из одного этого, можно понять природу иллюзии, и насколько легко принять за чистую монету те или иные убеждения, и как последние, не будучи преодоленными, могут помешать вашему вознесению или эволюции. До 1024 посвящения инкарнируется частями своего «Я Есмь», состоящего из 144 фрагментов, или кусочков, каждые 12 из которых получили название монады. Когда все 144 аспекта, или 12 монад объединяются, восстанавливается целое «Я Есмь», и можно начать обратный путь к истоку своего происхождения, и в первый раз пройти перезапись. Это происходит в конце 1024 посвящения, после чего начинается собирание высшей души. Она состоит из 144 «Я Есмь». До 15-тысячного посвящения частота тела недостаточно высока, чтобы вместить всю высшую душу. Имея 36 тысяч звеньев, тело вибрирует достаточно высоко, чтобы заякорить 12 высших душ, или совет 12, следящий за вашим служением миру, инкарнацией или непрерывным вознесением. Следом за высшими душами находятся многочисленные истоки, имеющие связи между измерениями во всем, что есть. Каждому возносящемуся важно заякорить исток и высшую душу, имеющую многомерные связи во всем, что есть. Причина проста и заключается в том, что на каждом испытании посвящения, после 1024-го, происходит перезапись в более высоком измерении истока. При перезаписи из души убирается искажение, и в поле может быть заякорена информация из более высокого измерения, что способствует вашему непрерывному вознесению. При посвящениях с 1 по 1024 устанавливается контакт со своей душой в 5, 12, 18, 25, 48, 60, 144, 250 и 360 измерениях. После 1024 посвящения
Когда вы подходите к 36-тысячному, вмещаете 36 тысяч единиц информации ДНК и достигаете состояния полного сознания, устанавливается контакт с душой и истоком до 100-тысячного измерения. 50 тысяч планетарных лет назад человечество было привнесено с 36 тысячами звеньев ДНК, поэтому полное сознание возникает, когда вы полностью вмещаете изначальную светокопию гуманоидного вида. Многие слышали о вмещении 12 основных цепочек ДНК и о том, что это и есть полное сознание. 36 тысяч единиц информации распределяются по 12 трубочкам из 3000 звеньев ДНК каждая, которые составляют изначальную светокопию генетической структуры гуманоидного вида. Хотя вознесение формирует полное сознание, невозможно из нынешнего искаженного состояния перевести современную человеческую структуру в состояние полного биологического единства, существовавшее 50 тысяч планетарных лет назад. Поэтому достижение 36 тысяч звеньев в настоящее время представляет собой видоизмененную версию полного сознания, поскольку изначальная светокопия предназначалась для 3-метрового гуманоида с огромной головой. Именно из-за отсутствия места в черепной коробке, в основном, и проводятся изменения в нынешней светокопии для вознесения. Вместе с тем, ожидается, что родившиеся в будущем, примерно через 1000 лет, будут иметь всю исправленную светокопию, изменения в которой проявятся в каждом последующем поколении инкарнирующих людей. Мы надеемся, что данная информация станет полезным инструментом на вашем пути вознесения. Благословляем вас.